Привет, друзья! Сегодня обеденный выпуск новостей Европы. В Соединенных Штатах Америки вновь обратили внимание европейских стран на рабочие вопросы внутри НАТО. До 2027 года европейские страны планируют увеличить свою роль в обеспечении оборонного сотрудничества. Срок считается сжатым, и сейчас в столицах Европейского Союза оценивают, насколько своевременно удастся подготовить промышленность и соответствующие структуры. В Германии появилась новая динамика в вопросах. Согласно института Инса, левые впервые вышли вперед с зеленых, и это затрагивает текущее обсуждение будущих коалиций и о том, как будут меняться позиции канцлера Фридриха Мерца. И есть еще несколько тематических блоков для рассмотрения. Авиапроизводитель Airbus работает в условиях усиливающейся конкуренции. Компании Boeing и китайская Comac наращивают выпуск самолетов, и Airbus корректирует свою стратегию для поддержания конкурентоспособности. Для Германии эта тема связана сразу с несколькими взаимосвязанными отраслями. А в Брюсселе продолжают обсуждать вопросы обеспечения стратегическими ресурсами. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает развивать переработку и добычу внутри Европы для снижения зависимости от внешних поставок. А в Италии обсуждение снова касается золотых резервов. Объемы резервов значительная часть хранятся за границей, и премьер-министр Джорджия Мелони подняла вопрос о том, как эти ресурсы должны использоваться и кто должен принимать решения. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в последние дни власти Соединенных Штатов Америки озвучили европейским партнерам рекомендации и ориентиры. До 2027 года Европа должна взять на себя ключевые оборонные функции НАТО. По замыслу, европейские страны должны будут обеспечить большую часть обычной, то есть не ядерной обороны, от военной разведки до управления ракетными системами. В случае несоблюдения сроков Соединенные Штаты Америки предупредили о возможном пересмотре форматов участия в ряде механизмов координации НАТО. Сейчас в Европе уже растут военные расходы, и некоторые страны приближаются к порогу в 2% ВВП, рекомендуемому Альянсом. Но, по признанию европейских чиновников, сократить существующий разрыв в столь сжатые сроки представляет серьезную сложность. Поэтому сегодня эксперты отмечают, что для реализации этих планов потребуются масштабные организационные и технологические изменения, которые займут продолжительное время. Таким образом, Альянс переходит к обновлению распределений функций и задач. Европа получает возможность усилить собственную обороноспособность при условии реализации глубоких организационных и технологических изменений. Следующая новость имеет значимое влияние на политическую ситуацию в Германии. Сегодня в Германии изменяется политическая расстановка сил. Согласно последнему опросу общественного мнения Инса, партия левых впервые обошла зеленых, набрав 11% голосов избирателей против 10% у зеленых. При этом, внимание, самой популярной остается партия «Альтернатива для Германии» с поддержкой 26%. Объединенный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза получил лишь 25% голосов. Социал-демократическая партия удерживает около 15% поддержки, остальные партии колеблются между 5 и 10%. Если бы выборы состоялись на этой неделе, ни одна из традиционных коалиций не смогла бы получить уверенного большинства. Результаты показывают рост поддержки левых и небольшой спад зеленых, что может изменить баланс сил в парламенте. Снижение поддержки основных партий правящей коалиции открывает возможность для появления новых политических вариантов и ставит под вопрос прежние варианты союзов. Эксперты отмечают, что нынешние изменения отражают растущую фрагментацию электората и желание избирателей искать альтернативу привычным политическим блокам. Такая динамика может изменить параметры будущего парламентского сотрудничества на стратегии партии и на готовность к заключению коалиционных соглашений. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Европейская авиастроительная компания Airbus, производитель пассажирских самолетов с заводами в Европе, США и Китае, работает в условиях усиливающегося конкурентного давления. Генеральный директор Гийом Фори подчеркнул, что главные соперники компании – это американская Boeing и китайская авиастроительная корпорация Comac, выпускающая самолеты модели К-919. Эти производители активно наращивают объемы и стремятся занять долю мирового рынка. Airbus ускоряет выпуск новых моделей, модернизирует сборочные линии и расширяет производство. В Китае уже работает вторая линия для семейства
А320, что позволяет ускорить поставки и снижать логистические риски. Компания также внедряет новые технологии для повышения экономичности самолетов и надежности. Ситуация привлекает внимание европейских политиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможной поддержки промышленных гигантов, таких как Airbus, чтобы Европа сохраняла технологическое превосходство и конкурировала с Соединенными Штатами Америки и Китаем. Эксперты отмечают, что успех сегодня Airbus теперь зависит от скорости внедрения инноваций, эффективности заводов и способности адаптироваться к глобальным изменениям. Китай и Соединенные Штаты Америки продолжают формировать ключевую часть конкурентной среды, а каждая задержка может ослабить конкурентное преимущество компании Airbus на мировом рынке. Однако продолжим обсуждение новых значимых событий. Европейский Союз решил сократить зависимость от зарубежных поставок стратегически важных сырьевых материалов. Эти ресурсы необходимы для производства электроники, аккумуляторов, зеленой энергетики и оборонной промышленности. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа не может позволить себе зависеть от одного-двух поставщиков, особенно из Китая. В ближайшие 12 месяцев ЕС выделяет 3 миллиарда евро на поддержку добычи и переработки критических материалов внутри блока. План включает строительство перерабатывающих предприятий, создание специальных центров по координации запасов и диверсификацию поставщиков за пределами Европы. Уже заключены соглашения с рядом стран-партнеров, чтобы снизить риски перебоев и рост цен на металлургические и редкоземельные ресурсы. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что стратегическая независимость – это ключ к безопасности европейской промышленности. Автопром, энергетика, оборонка и высокие технологии должны быть защищены от внешних политических и экономических шоков. Европейские страны начнут развивать добычу и переработку внутри Европейского Союза, а также активнее работать с внешними партнерами, чтобы создать устойчивые цепочки поставок. Эксперты считают, что эти меры могут поддержать технологическое и экономическое развитие Европы, снизить уязвимость перед кризисами и обеспечить стабильность для крупных промышленных предприятий. И это лишь первый этап обсуждения изменений. Италия оказалась в поле международного интереса из одного из крупнейших запасов золота в мире. Это более, напомню, 2450 тонн. Основная часть хранится в Центральном банке Италии, а остальное за границей в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Швейцарии. Это золото оценивается в сотни миллиардов евро и считается важнейшим резервом страны. Но премьер-министр Италии Джорджиа Мелони вместе с правящей партией «Братья Италии» предложила закон, который закрепляет, что это золото принадлежит народу. Идея предполагает возможность использования части резервов в государственных программах бюджета и экономических программ. Однако Европейский Центральный банк предупредил, что вмешательство политиков в управление золотыми резервами может ослабить независимость Центрального банка и нарушить правила еврозоны. Эксперты предупреждают о возможных рисках, что использование золота для покрытия долгов или субсидий может повлиять на оценку рисков со стороны инвесторов к Италии и создать дополнительные экономические сложности. На данный момент примерно половина золота хранится внутри страны, как я сказал, остальное за границей, что и обеспечивает дополнительную защиту резервов. Джорджиа Мелони настаивает на национальном контроле, но критики указывают на возможные эффекты для устойчивости финансовой системы. Решение о том, кому на самом деле принадлежит золото, государству или банку, может затронуть перспективы экономической политики и международного доверия на будущее Италии. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии и Европы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.